Друзья, всех приветствую на канале Power Device. В этом небольшом ролике хочу рассказать вам о настройках, которые несут большую пользу для ваших смартфонов. И как вы уже догадались из названия ролика, речь пойдет о батарее, а точнее, как сохранить питание вашего смартфона. Друзья, на эту тему существует очень много роликов, в которых говорится, как сохранить заряд с использованием тех или иных настроек. К примеру, там показывают, как настроить приложения, которые больше всего поджирают батарею. Автозапуск, уведомления, сетевые подключения, контроль активности и так далее. Я же хочу с вами поговорить о совершенно ином способе, как сохранить вашу батарею. Мало того, друзья, этот способ не только поможет существенно сохранить заряд вашей батареи, но и в долгосрочной перспективе он сохранит батареи и ее ресурсы, а также ресурсы всего смартфона. С этим способом, друзья, ваш смартфон однозначно проживет дольше. Заинтересовал? Тогда погнали! Ну а перед тем, как начать, прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. Ну а мы начинаем! На самом деле эта фишка реально действует, и сейчас вы удивитесь, насколько она простая. Итак, давайте зайдем в настройки. Батарея. И вот здесь, друзья, у нас есть такая вкладка «Экономия энергии», а также «Батарея». Нажимаем на батарею. Здесь мы можем видеть температуру нашей батареи, а также сколько раз за сегодня она заряжалась. Далее идет контроль активности всех приложений, но нам он не нужен. И вот эта вкладка нам и нужна – таймер питания. Друзья, как я уже сказал, фишка действительно простая, но также она реально работает. Я ее уже тестирую на протяжении месяца. За это время заряд моей батареи действительно сохранился в разы. Просто попробуйте ее использовать, и вы все поймете. Здесь настраивается автоматизированное выключение питания, а также включение. Естественно, все это происходит по вашему таймеру, который вы выставите. Смотрите мой пример. Я не пользуюсь смартфоном примерно с 12 ночи, а также до 8 утра. В это время смартфон мне попросту не нужен. Будильник на смартфоне у меня стоит на 8 часов 5 минут. То есть до него как раз смартфон у меня и включается. Все же остальное время, вот в этом промежутке, с 12 до 8, смартфон у меня выключен. На минуточку это 9 часов. Уверен, что многие из вас на ночь не включают даже экономию энергии. А ведь ночью смартфон также работает, принимает уведомления и так далее. За все это ночное время мне удается сохранить от 6 до 10% зарядки. А также, друзья, в этом случае не забывайте главный аспект. Когда смартфон выключен, его железо не используется, то есть все эти 9 часов он отдыхает. Представляете, сколько за год можно сэкономить ресурсов? Используя таймер питания, вы однозначно продлите своему смартфону жизнь. При этом, правильно его настроив, вы даже не будете видеть, когда он отключается и когда включается. Просто на ночь ложите смартфон на полку, а с утра уже его берете включенный. Но всю ночь он полноценно отдыхал с вами. Ну и как вы уже поняли, вот здесь снизу выставляются часы и минуты. А также задаете однократно, ежедневно, по будням или выбрать дни. То же самое и на включении. Подтверждаем это галочкой. Таймер установлен. Давайте я вам сейчас наглядно продемонстрирую, как работает таймер. Время 12:56. Выключение поставим на 12:58. А включение на 13:00. Подтверждаем. Обратите внимание на то, что таймер работает с задержкой на плюс 1 минуту. Друзья, это еще не все. Если мы вот здесь нажмем на эту шестеренку, то попадем вот в такие настройки. Здесь можно зайти в экономию энергии. В самом низу есть пункт «Использовать по расписанию». Здесь то же самое. Можно выставлять таймер. Если вы, к примеру, не хотите, чтобы ваш смартфон отключался, то вы сможете выставить таймер на ночное время, чтобы включалась экономия энергии.
Но я вам настоятельно рекомендую попробовать настроить таймер именно на выключение смартфона, потому как эта фишка действительно работает. Ну а вот этот таймер на включение экономии энергии вы, например, можете использовать в дневное время. Именно в те часы, когда вы меньше всего пользуетесь смартфоном, чтобы не пропускать важные уведомления. Думаю, здесь все понятно. Также обратите внимание, что в этом пункте экономии энергии вы можете регулировать некоторые функции вот этими галочками. Например, в режиме экономии энергии не включать экран при получении уведомлений. Либо в режиме экономии энергии отключить активный экран. В общем, друзья, советую вам попробовать использовать эти таймеры. Потом, пожалуйста, отпишитесь в комментарии, как они вам помогли, сэкономили ли вам заряд. Они однозначно это делают, я уже все проверял. Не забывайте поставить лайк этому видео, пройдите на мой канал, если вам это интересно, и посмотрите другие мои ролики. Там еще много полезных роликов про Xiaomi. Оформляйте подписки, жмите колокольчик. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и хороших настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.